Всем привет! Сегодня с вами будем вязать вот такое пальто. Такой вот рисунок интересный, зигзаги. Он очень красиво смотрится на одежде, если вы вяжете для себя этот рисунок. Вот. Снимем пальтишко, посмотрим так вот его. Вот такое вот пальто, без пуговиц. Можете связать укороченным. Вот. Вязать буду я, соответственно, ярнард джинс. Но буду брать пряжу, у меня остаток этой пряжи, и буду с остатка вязать, поэтому я не знаю, сколько уйдет. Не хочу портить просто целый моток на это пальтишко, поэтому буду вязать остатками. А там вы берите целый моток и посмотрите, сколько у вас уйдет. Вот. Вязать буду крючком 2,5. Вот. Ну, пряжа, крючок, в принципе, иголочка, чтобы прятать ниточки. И ножницы. Все, что нам нужно. Итак, набираем 52 воздушные петли. 52 воздушные петли это у нас дальше для рисунка воздушная петля подъема. И будем вязать первый ряд столбиками без накида и параллельно формировать реглан. Так, провязываем сначала 10 столбиков без накида. Набрали, провязали, вернее, 2 воздушные петли. Дальше со следующей воздушной петли вяжем еще 10 столбиков без накида. Провязали, делаем 2 воздушные петли. Значит, это у нас перед, это у нас плечо. Далее спинка. В спинке у нас на спинку уходит 12 петель, 12 воздушных петель. Эти 12 воздушных петель мы провяжем с прибавками. Будем вязать столбик и прибавка через раз, эти 12 петель. То есть делаем 6 повторений. Столбик, прибавка 6 раз. Далее набираем 2 воздушные петли и дальше, начиная со следующей воздушной петли, вяжем 10 столбиков без накида. Провязали, и последние 2 воздушные петли и 10 столбиков без накида до конца. Дальше будем вязать уже основным рисунком. Почему именно на этом этапе я сделала прибавки? Потому что тот рисунок, он такой, что прибавки делать будет, если делать прибавки, неудобно их делать, и рисунок будет некрасивым. Поэтому я решила в начале вязки сделать все прибавки, которые нужны именно в этом этапе. Дальше у нас идет сам рисунок. Итак, набираем 2 воздушные петли, поворачиваем. Делаем 3 накида на крючок. Значит, вот эта петля, откуда у нас идут воздушные петли, это у нас столбик. Он всегда будет 2 воздушные петли. Дальше отсчитываем 1, 2, 3 и в 4-й столбик провязываем столбик с 3 накидами. Теперь вот эти 3 столбика, которые мы пропустили, мы их провязываем. Можете начать отсюда, сзади их провязывать, можно начать отсюда, без разницы. Мы все равно будем по ходу вязания вязать и спереди эти столбики, и сзади. Поэтому, как вы начнете первый ряд, это не столь важно. Вот. Провязали 3 столбика. С накидом опять набираем 3 накида и отсчитываем свободные петли. Только смотрите, что вот эта петля, где у нас столбик с 3 накидами провязан, его не считайте, потому что он немножко там прячется. Значит, 1, 2, 3 в 4-ю провязываем. В 4-ю провязан столбик с 3 накидами. Вот, и пропущенные наши столбики, в пропущенные, начиная с 1-й, мы провязываем столбики без накида, 3 столбика без накида. Вот, основной наш рисунок вот выглядит вот так.
А это у нас будет изнаночная сторона. Теперь мы доходим до петель воздушных, да? И у нас тут осталась одна петля. Вот. А так как нам надо 3 свободные петельки, 3 петли, вернее 3 столбика пропускать, и в четвертую нам провязывать надо столбик с 3 накидами, мы считаем так. Значит, это у нас будет первый столбик. И здесь в арочку нам надо будет провязать 2 столбика с накидом. Между ними будем делать 2 воздушные петли. Итого здесь 2, и вот этот первый 3 столбика пропускаем. Вот, и в следующий, тут внимательно, который будет следующий, мы провязываем в четвертый, получается, столбик с 3 накидами. Вот, и вяжем вот первый столбик, мы провязываем столбик с накидом, в арочку вяжем второй столбик, 2 воздушные петли, и третий столбик. В итоге вот 3 столбика у нас получается. Тем самым увеличиваем. Нам надо здесь увеличивать. Далее 3 накида. Пропускаем 3 столбика, в четвертую провязываем столбик с 3 накидами. И возвращаясь назад, начиная с первого столбика, вяжем 3 столбика с накидом. Три накида. Пропускаем 1, 2, 3 в четвертую. Провязываем. И опять возвращаемся опять назад. И вот наша первая пропущенная. Начиная с нее вяжем 3 столбика с накидом. Далее здесь то же самое. Здесь вот у нас 1 столбик. И здесь в арочке будет 2. Итого 3. Значит, вот это у нас будет четвертый. 1, 2, 3 накида. И в четвертый мы провязываем столбик с 3 накидами. И далее вяжем столбик с накидом в арочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и третий столбик с накидом. В арочке, вернее, у нас 2 столбика, но по счету как бы между должны быть 3 пропущены. 3 накида отсчитываем. 1, 2, 3 в четвертую вяжем. Я думаю, понятен рисунок, да? 3 накида. Отсчитываем 1, 2, 3 и в четвертую вяжем столбик с 3 накидами. И возвращаясь, начиная с первого пропущенного столбика, мы вяжем 3 столбика с накидом. Довязываем так до следующей вот нашей арочки. Вот дошли до следующей нашей арочки. И опять, получается, набираем 3 воздушные петли и вводим вот за арочку следующий столбик. Вот у нас арочка. И вот в этот столбик провязываем столбик с 3 накидами. Далее вяжем здесь последний столбик перед арочкой. Вяжем столбик. Теперь в арочку столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И продолжаем дальше 3 накида. 1, 2, 3 в четвертую вяжем. Вот, ну и последний наш рисунок. 1, 2, 3 в четвертую провязываем столбик с 3 накидами. 3 столбика с накидом. И в последний столбик мы провязываем столбик с накидом.
И у нас получится, что по краям в начале 4 будет столбика. Вот, 4 столбика будет с накидом, что здесь, что здесь. Вот эти 2 воздушные петли тоже как столбик считается. Вот, а так между ними будут, между вот этими вот 3 воздушными петлями, 3 столбика. 3, вернее, накидами, столбик с 3 накидами, там будет между ними 3 столбика провязанных. Итак, опять набираем 2 воздушные петли, поворачиваем. Делаем накид, дальше уже рисунок будет проще, его видно будет. Значит, вот видите, да, вот этот вот столбик, вот он, столбик с 3 накидами. И вот между ними эти 3 столбика. Мы каждый раз пропускаем 3 столбика и в 4-й. Тут даже можно и не считать, тут его видно, этот столбик. Ну, можно и считать. Если сомневаетесь, вот он будет виден вот он. Вот. И теперь мы вначале вязали спереди, провязывали, а теперь мы будем эти 3 столбика вязать за столбиком с 3 накидами. Вяжем вот так. 3 столбика. Провязываем сзади, чтобы наши вот эти воздушные столбик с 3 накидами оказался спереди. Опять набираем, накидываем 3 накида, 4-й столбик провязываем, столбик с 3 накидами, и сзади вот так вот крючок можно ввести, и чтобы видно было вам, где первый столбик, второй, 3. Вот, а теперь мы дошли сюда, где нам надо провязать увеличение. Как мы это сделаем? Мы теперь будем делать накид, не 3 накида, так как у нас здесь 3 столбика, но нам еще надо в арочку еще 2 столбика провязать, в итоге получится 5 столбиков. И поэтому мы делаем 5 накида. Провяжем столбик с 5 накидами. 3, 4, 5. И провязываем его вот в этот столбик. Вот он, да, вот он, который идет сюда. Вот, провязали. И начиная с первого вот этого столбика, вот он первый столбик, провязали. Дальше у нас в арочку столбик провязывается, 2 воздушные, и еще один столбик в арочку. Вот, и вот эти вот 2 столбика. Тем самым мы увеличили, тут расширили. Дальше 3 накида и вяжем. Вот он наш столбик. Вот здесь 1, 2, 3, и вот он 4. Провязали и сзади вводим крючок, либо вот так вот отгибаем наш столбик, чтобы видно было. Провязываем 3 столбика с накидом. 5, 3 накида. Провязываем. Раз, 2, 3. Дошли до реглана. 2, 3, 4, 5. Делаем 5 накида. Накидываем и провязываем. 2, 3, 4, 5. Столбик в арочку вяжем, столбик 2 накида, столбик и 2 столбика оставшихся. В итоге 5 у нас получилось. Вот, я думаю, я понятно, да, объяснила, надеюсь, что я понятно объяснила. И так мы довязываем до конца ряда. После того, как провязали последний рисунок,
мы провязываем столбик во вторую воздушную петлю, от которой мы провязываем в начале 2 воздушные петли. Вот мы во вторую петелечку провяжем столбик с накидом, тем самым закончив ряд. 2 воздушные петли подъема, поворот. Далее будем формировать рукава. Значит, вяжем 2 рисунка пока, 2 этих, как они называются, 2 раппорта. 1, 2, 3. Теперь мы этот ряд вяжем спереди, столбики с накидом провязываем. Главное, будьте внимательны, чтобы наш этот рисунок был всегда спереди, вот эти вот галочки. Дальше следующий раппорт у нас столбик с 3 накидами провяжется под арочку. И вот эти вот 3 столбика, которые у нас тут, мы их вяжем. Раз, 2, 3. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь находим следующую нашу арочку, вот этот вот уголочек, да, и смотрим. У нас здесь 2 столбика, а нам надо 3. Поэтому в арочке у нас будет 3. И вот мы находим вот этот вот наш столбик с 5 накидами, да, и вот в него мы будем провязывать 3 накида. Делаем и провязываем столбик с 3 накидами вот в этот вот столбик, вот который за арочками.
Вот, итак, провязали, сделали 2 воздушные петелечки, не забыли провязать последний столбик воздушной петли. Вот, развернулись и вяжем до наших прибавок. Провязали рисунок этот и в прибавке делаем, дальше уже вяжем рисунок. Пропускаем 1, 2, 3 в 4 столбик, вяжем столбик с 3 накидами и в пропущенные 3 столбика провязываем столбик с накидом. Опять 1, 2, 3. У нас тут получится 1, 2, 3 в 4 провязываем. У нас получится тут добавится еще один раппорт, поэтому за счет него мы немножечко увеличим бока. И дальше вяжем по рисунку до следующих прибавок. Что еще хочу сказать по поводу наших прибавок в начале. Это тоже касаемо нашего зайца, поэтому я сделала в начале, когда воздушные петли провязала, я делала на спинке прибавки, помните, да, через столбик. 6 прибавок делали. Вот, если вы вяжете игрушку ровненькую, где она у вас не расходится, да, небольшая, а тело ровное, то вам надо будет изначально провязать одинаковое количество, то есть количество воздушных петель у вас должно быть кратное 5. То есть не 12, как мы провязали для спинки, столбики у нас там были, вернее воздушные петли, а 10. То есть кратное 5 должно быть. Тогда не надо ничего увеличивать, и вы будете вязать ровное пальто. Да, если надо увеличить, то вот надо будет именно просматривать такие моменты, чтобы совпало количество петель добавочных, что получился у нас раппорт. Надо высчитывать. Поэтому, если ровненькое, то это просто набирайте воздушные петли кратные 5. Смотрите, я решила начертить, показать. Может быть, кому-то захочется визуально понять, как, почему кратно 5, да, получается. Вот я нарисовала, значит, 20 воздушных петель и плюс 1 петля, 21 для края, чтобы последний столбик у нас тоже был, чтобы по краям у нас получилось 4. Здесь 2 воздушные петли будут в начале подъема, как за столбик считаться, и в конце у нас оставаться должен столбик. Вот. И смотрите, раппорт как считается. Вот это у нас стрелочка, которую я указываю, это столбик с 3 накидами. Между ними, вот он, вот, да, между ними 1, 2, 3. Вот здесь уже мы как бы провязали столбик с 3 накидами, 1, 2, 3 пропустили и сюда провязали следующий столбик. Но от начала и до начала следующего столбика с 3 накидами у нас 5 столбиков. И поэтому, исходя из вот такого вот расклада, и получается, что у нас этот рисунок кратный 5. Вот. Ну, а мы продолжаем. Набираем в начале 2 воздушные петли подъема, он как за столбик считается, и продолжаем вязать уже по рисунку. Здесь уже нам ничего не надо нигде не прибавлять, не убавлять. Мы просто будем вязать длину нашего пальто, какую вы захотите. Длинная, укороченная. Там уже по длине смотрите сами, как вам интересней. И не забывайте просто, когда вы будете переворачивать, чтобы ваши столбики с 3 накидами всегда были спереди. Вот, вяжите длину, которая вам нужна, и дальше будем вязать рукава и ворот. Итак, провязав достаточно длины, которая вам нужна, закончите ряд так, чтобы можно было следующий ряд вязать с лицевой стороны. Вот так вот. Мы провяжем. Последний ряд у нас провяжется столбиками без накида. Набираем воздушную петлю подъема и вяжем в каждый столбик
провяжем столбики без накида. Тем самым заканчиваем ряд с лицевой стороны. Смотрите, когда дойдете до конца, в воздушную петельку провязываем не столбик, а соединительный столбик, чтобы не выпирал уголочек. Все, делаем соединительный, отрезаем ниточку так вот чуть подлиннее, чтобы удобно было прятать ее. Все, значит, длину мы провязали, закончили. Такая вот будет такой длины. Теперь вяжем рукава. Итак, будем вязать рукав. Рукав будем вязать не по кругу, но в кольцо, соответственно, мы будем его соединять, но вязать будем и с изнаночной стороны, и с лицевой, чтобы нам не потерять рисунок. Вот. Сейчас нам надо вязать с изнаночной стороны, чтобы здесь рисунок продолжил свой вид. Поэтому мы вводим крючок. Вот у нас вот здесь вот воздушные петельки, с этой стороны их 4. Вот вводим в первую воздушную петлю и набираем 2 воздушные петли. Ну, оставляем хвостик удобно для того, чтобы нам можно было его спрятать побольше так. 2 воздушные петли, потом мы спрячем этот хвостик. 3 накида. Отсчитываем. 1, 2, 3. И 4 у нас будет, ну, тут у нас как бы нету этих столбиков, поэтому по бокам нам надо будет находить для наших столбиков место. Вот если вот так показать вам, вот примерно, смотрите, вы можете даже как найти. Вот нам следующие столбики из 3 накидов надо будет провязать вот сюда. Вот, соответственно, между этим и этим столбиком надо провязать 3 столбика с накидом. Вот, и примерно смотрим. То есть я, наверное, сильно далеко вела, потому что мне не поместится 3 столбика там. Я чуть поближе веду. Так. Значит, вот у нас 1, 2, 3 пропускаем. И где-то вот здесь, наверное, рядышком. Где-нибудь вот так вот вколю и провяжу столбик с 3 накидами. И дальше по рисунку, куда нас должна смотреть наш столбик с 3 накидами, так и провязываем, чтобы он был вот с этой стороны. Далее опять 1, 2, 3. Вот, и вот сюда вводим, вот в этот столбик, вот который у нас с этой стороны, видите, да, его столбик с 3 накидами. Вот в него нам надо вязать. Откуда выходит, в тот же столбик провяжем. И здесь расположить нам надо 3 столбика примерно на одинаковом расстоянии. Так, вы ориентируйтесь на глаз и примерно где-то на одинаковом расстоянии располагаем наши столбики. 3 столбика. Вот. Дальше уже будет полегче. Дальше уже по рисунку у нас тут все сверху, там все как бы удобно. Вот. Здесь нам немножечко 3 столбика нам надо будет тоже расположить. Дальше
немножечко, я думаю, что мне не хватает. Я вот этих вот столбик с 3 накидами не туда колола. Значит, вот сюда, вот в этот столбик надо. С этой стороны сразу поворачиваю, смотрю, где он. Вот он. Вот и теперь располагаю 3 столбика с накидом примерно на одинаковом расстоянии, но тут у меня есть столбики предыдущего ряда, я могу в них вколоть. Вот один расположила так примерно, остальные у меня попали в столбики. Дальше уже по рисунку, как бы там он уже есть, 3 столбика, вот они, я в них далее. Тоже здесь совпадает все, пока удобно. Столбик с 3 накидами в столбик предыдущего ряда с 3 накидами и наши 3 столбика, которые мы пропустили, провязываем. Дальше. Вот они, наши 1, 2, 3 столбика. 4-го нет, некуда. Я вот здесь вот нахожу воздушную петельку и в нее провязываю столбик с 3 накидами. Дальше эти 3 столбика. Вот, ну и последний столбик с 3 накидами я провяжу вот в этот столбик, откуда я начала, в него же, в эту же воздушную петлю, где я провязала 2 воздушные петли. Провязываю туда, чтобы потом соединиться. Ну, здесь, соответственно, придется тоже примерно на одинаковом расстоянии расположить 3 столбика. Вот. Все, и делаем соединительный столбик, вот 2 воздушные петельки со 2 воздушной петлей. Набираем 2 воздушные петельки и разворачиваем вязание, так как нам надо вязать туда и обратно. Будем так вязать, чтобы наш рисунок остался таким, каким должен быть. 3 накида и все. Дальше уже будет удобно, так как уже сформировали мы все рисунки. Только не забывать, с какой стороны, когда провязывать вот эти 3 столбика. Сейчас провязываем сзади. У нас получается столбик с 3 накидами провязывается в столбик с 3 накидами предыдущего ряда и 3 столбика с 1 накидом. Итак, мы вяжем 5 рядов. И последний в этом ряду столбик с 3 накидами провязываем в эту же петлю, откуда идут 2 воздушные. Вот. И 3 столбика с 1 накидом. Делаем соединительный столбик со 2 воздушной петлей. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. И так мы будем вязать, разворачивая вязание постоянно. Провязываем так 5 рядов. Вот таких вот. Отсчитываем, вот именно считаем по вот этим вот нашим столбикам с 3 накидами. Вот 1, 2, 3, 4, 5 рядов.
Так, закончили мы 5-й ряд со стороны изнанки, поэтому делаем воздушную петлю, разворачиваем. И с лицевой стороны нам надо провязать этот ряд столбиками без накида и закончить рукав. Вяжем каждый столбик без накида. Я делаю соединительный столбик с первой петлей, не с воздушной, соединить с первым столбиком. Все, отрезаем ниточку, чтобы можно было иголочкой ее спрятать. И прячем все наши ниточки. Теперь нам осталось связать воротник. Не забудьте зафиксировать только эту ниточку, если вы не фиксировали в начале, как я. Завязать узелочек, потом спрячьте ее, когда мы начинали вязать рукав. Вот. Теперь беремся за первый столбик. Ну, здесь просто сразу будет видно. Провязываем 2 воздушные петли. Вот. И можно по ходу вязания прятать этот кончик в начале. Вот и отсчитываем. У нас даже мы можем ориентироваться. Ну, лучше, наверное, отсчитывать. 4 столбика. Итак. 1, 2, 3. И в 4-й провязываем. Беремся именно лицевой стороной, потому что наш рисунок именно так начинаться будет. Ему надо снизу вверх, чтобы наши галочки, вот как они идут, вот так, были расположены правильно. Вот. И вот тут вот наши воздушные петельки смотрим. Внимательно их рассматриваем. И в каждые петельки провязываем столбики с накидом. То есть 3 столбика с накидом. Опять 3 накида. Отсчитываем. Вот. 1, 2, 3. В 4-й провязываем. И 3 столбика с накидом. Я думаю, вы с этой задачей справитесь. Так довязываем до конца первый ряд. Вы можете ориентироваться на столбики вот эти вот, которые у нас предыдущего ряда. С той стороны мы когда вязали, провязывали столбики без накида. Вот ориентируйтесь на них и считайте. Их видно. Не забывайте последний столбик провязать. Столбик с накидом. 2 воздушные петли, поворот. Вот. И провяжем еще один ряд нашего рисунка. Ну, второй ряд уже легче вязать. Вот. Довязываем ряд до конца. Итак, провязав второй ряд, мы провяжем последний ряд столбиками без накида. Воздушная петля подъема, поворот. И вяжем столбики без накида до конца ряда. Довязываем до конца последний столбик, и в воздушную петлю мы делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем и прячем. Ну вот, такое вот пальто получилось. Пуговички я не пришиваю. Так вот выглядит это пальто. Этот рисунок можно использовать, если вы вяжете для взрослых. Очень красиво смотрится пальто. Там только когда вяжете для себя, то лучше вязать отдельно полочку, спинку, рукава, чтобы не пришлось вот так вот прибавлять. А там по-другому будут вязаться. Убавки и прибавки будут только по краям, поэтому рисунок будет ровно идти, как должен идти. В общем, вот такой вот пальтишко у нас получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо за просмотр.
Увидимся в следующем видео.